Друзья, я нахожусь на территории средней школы номер 110 города Киева на улице Казацкой, 5. Это то самое место, куда 17 августа 1957 года в 20:02 по местному времени в результате столкновения двух Ил-14 упала часть обломков борта 2071. Кабина упала в нескольких метрах от здания школы. Двигатель упал на землю с противоположной стороны этого здания. Обломки борта 1360 упали в радиусе 300 метров от этого места. Сохранилась схема падения обломков двух бортов. В этой авиакатастрофе погибли все 9 членов экипажей обоих самолетов. На земле погибли 6 человек. 11 человек получили тяжелые ранения и 12 легкие. Сегодня мой рассказ о авиакатастрофе двух Ил-14 над Киевом. Бортовые номера 2071 и 1360. Сначала исторические данные о самолетах Ил-14. Всего за 6 лет серийного производства на авиазаводах СССР, Чехословакии и ГДР было изготовлено 1348 самолетов Ил-14 различных модификаций. Из этого количества основная часть летала на внутренних авиалиниях в Советском Союзе и в странах Восточной Европы. Другая часть, до 500 машин, были экспортированы в страны Азии и Африки. Львиная доля экспорта гражданских самолетов пришлась на Китай, который был заинтересован в поставках пассажирских ближнемагистральных самолетов. Самолет начал эксплуатироваться на внутренних пассажирских линиях, связывая центральные районы СССР с другими регионами. Машина летала и за рубеж, выполняя международные пассажирские авиарейсы в Берлин, Варшаву, Стокгольм, Хельсинки и Вену. В 50-е годы самолет Ил-14 стал основной рабочей лошадкой аэрофлота. Несмотря на то, что машина проектировалась как гражданская и была рассчитана на пассажирские перевозки, Ил-14 использовался иногда и в военных целях. Илюшинская машина эксплуатировалась в СССР до середины 80-х годов. После того, как самолет сняли с пассажирских авиалиний, машина использовалась в качестве грузового и пассажирского авиатранспорта, летая в отдаленные районы страны. Последние машины были сняты с эксплуатации в 1989 году. Для выпуска советского регионального пассажирского самолета были выбраны следующие заводы. Авиапредприятие номер 84 в городе Ташкент и авиационный завод номер 30 в городе Москва. Самолет имел следующие характеристики. Длина фюзеляжа 21,3 метра. Моторная группа представлена двумя двигателями мощностью 1950 лошадиных сил. Крейсерская скорость 345 км в час. Максимальная дальность полета составляла 1250 км. Рабочий потолок 3-4 тысячи метров. На высотах от 4000 метров использовалось кислородное оборудование. Полный вес самолета 18 500 кг. Вместительность салона до 36 человек. Экипаж воздушного судна от 2 до 5 человек с бортпроводницами. Всего за весь период эксплуатации катастроф и боевых потерь зафиксировано 134 случая с самолетами Ил-14. Всего погибших на борту 591 человек. Почти половина жертв связана с ошибками экипажа. Обстоятельства и последствия катастрофы самолетов Ил-14 из материалов расследования. В субботу, 17 августа 1957 года, начиная с 15:00 в зоне полетов аэродрома Киев, бушевала гроза с ливневым дождем и порывистым ветром до 20 метров в секунду. В это время на подходе к Киеву находились рейсовые самолеты из Минска, Мозыря, Винницы, Львова, Станислава, Днепропетровска, Кременчуга, а также самолет Ил-14 из Москвы под литером «Особо важный» с находящимся на борту первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым. В связи с этим служба движения аэропорта работала с предельным напряжением.
Принимая во внимание грозовую деятельность и ограниченное количество топлива у подлетающих рейсовых самолетов, а также с учетом подхода литерного борта, руководитель полетов в 15:25 закрыл аэропорт Киев на прилет и вылет для всех рейсовых самолетов и направил их на соответствующие запасные аэродромы. Особое беспокойство в службе движения вызвал литерный борт, так как к моменту его подхода к аэропорту метеоусловия значительно ухудшились, а его командир доложил о своем решении не уходить на запасной аэродром Чернигов или Нежин и продолжал следовать на Киев с расчетным временем прибытия 15:53. Выполнив команду диспетчера КДП подходить с юга, где наблюдался просвет грозовой облачности, командир литерного борта в 16:05 совершил благополучную посадку. После этого погода в зоне аэродрома стала улучшаться. Запрет на прилет и вылет самолетов был снят, и на посадку стали заходить рейсовые самолеты с интервалом 1,5–2 минуты. Но в зоне аэродрома, а также по трассам на Одессу, Минск и Москву продолжали свирепствовать грозы, что значительно затрудняло вывод аэропорта из сбойной ситуации. По мере приближения стрелок часов к 20:00, времени окончания рабочей смены, в службе движения ее персонал после напряженной 12-часовой работы ослабил контроль за воздушной обстановкой, что вскоре привело к катастрофическим последствиям. В 19:45 на высоте 900 метров в зону Киевского аэропорта вошел самолет Ил-14М, регистрационный знак СССР Л-2071. Его экипаж завершал рейс номер 126 София-Киев без пассажиров, имея на борту только багаж массой 519 кг для китайских спортсменов. Состав экипажа самолета Ил-14М Л-2071. Командир корабля Иван Таволжанов. Проверяющий Иван Тарапунов. Бортмеханик Андрей Кучин. Бортрадист-инструктор Леонид Новиков. Бортрадист Василий Ребец. Войдя в зону аэродрома, Иван Таволжанов доложил диспетчеру КДП о своем местонахождении. Попросил включить систему посадки СП-50 для тренировочного захода на посадку под шторкой. Получил сведения о полете в коридоре и указания подходить к аэродрому на высоте малого круга. Из заключения комиссии по расследованию катастрофы. Диспетчер КДП Зайцев, зная о расчетном времени вхождения самолета Л-2071 в большой круг, не установил с этим самолетом связь после того, когда его расчетное время истекло. В процессе всего полета самолета Л-2071 от момента его вхождения в зону аэродрома и до его столкновения с самолетом Л-1360 в течение 17 минут, при установленном регламенте не больше 5 минут, он ни разу не уточнил местоположение самолета Л-2071. В 19:45 из аэропорта Киев для выполнения тренировочных полетов произвел взлет самолет Ил-14Г, регистрационный знак СССР Л-1360. Состав экипажа: пилот-инструктор Леонид Сандлер, командир корабля-стажер Андрей Кириченко, бортмеханик Александр Мышечкин. Кроме штатных членов экипажа, в самолете Л-1360 также находился второй пилот Александр Зиновьев. По его просьбе он был вписан в полетное задание и взят на борт для ознакомления с тренировкой своего будущего командира корабля Андрея Кириченко. Бортрадист экипажа самолета Л-1360 Василий Щепкин был освобожден от тренировочных полетов по согласованию с пилотом-инструктором. Но освобожденный от полета на самолете Л-1360 и таким образом избежавший гибели в тот день бортрадист Василий Щепкин погибнет позже, 16 ноября 1959 года, в авиакатастрофе самолета Ан-10 при заходе на посадку в аэропорт Львов. Согласно полетному заданию, пилоту-инструктору Леониду Сандлеру предстояло выполнить тренировочные полеты для входа в строй в качестве командира корабля самолета Ил-14 Андрея Кириченко,
Тренировка заключалась в полетах по кругу с посадками по системам СП-50 и ОСП. После первой посадки и пробега самолет Л-1360 зарулил на исполнительный старт для выполнения второго полета и в 19:54 произвел взлет. Выполнив очередной полет по кругу, экипаж самолета доложил дежурному по полетам о подходе к четвертому развороту и получил от него разрешение на посадку. Вывел самолет на предпосадочную прямую с курсом 262. В это время самолет Л-2071 начал выполнять левый разворот для входа в створ ВПП и подлетел вплотную под фюзеляж самолета Л-1360. Заметив внезапно появившийся прямо под собой самолет, экипаж самолета Л-1360, применив взлетный режим крутым правым разворотом с набором высоты, попытался уйти от столкновения, но уже было слишком поздно. На расстоянии 500 метров от ДПРМ и на высоте 250 метров над домом номер 32 по проспекту 40-летия Октября винт правого двигателя врезался в правую плоскость крыла самолета Л-1360, разрубив его лонжерон и топливный бак. Сильнейший взрыв сотен килограммов бензина разорвал на самолете Л-1360 топливные баки и оторвал правую часть крыла. Пылающие топливные баки и правая часть крыла и другие фрагменты самолета 1360, а также часть лопасти воздушного винта самолета 2071 упали на проспект 40-летия Октября и частные постройки. Лишившийся одной лопасти, разбалансированный воздушный винт сорвал с крыла самолета Л-2071 правый двигатель, который, ударив в фюзеляж, своим винтом отрубил кабину экипажа между шпангоутами номер 11 и 13. Взорвавшись и беспорядочно падая, лишившийся пилотской кабины и двигателя, фюзеляж самолета Л-2071 рухнул на два частных жилых дома, а его кабина и правый двигатель упали во двор школы номер 110 по улице Казацкая, 5. В это время экипаж самолета Л-1360, пытаясь парировать нарастающий правый крен, старался удержать горящий самолет в воздухе, но все было тщетно, так как правой консоли крыла с элероном у самолета уже не было. Объятый пламенем, потерявший управление, но все еще с работающими двигателями, самолет Л-1360 перешел в пикирование и на удалении 4,5 километра от торца ВПП врезался в трехэтажный дом по улице Совская, 27, ныне Краснозвездный проспект 152А, в 300 метрах от горящего на земле самолета Л-2071. Часы показывали 20:02. В авиакатастрофе погибли все 9 членов экипажей обоих самолетов. На земле погибли 6 человек. 11 человек получили тяжелые ранения и 12 легкие ранения. Из заключения комиссии по расследованию катастрофы самолетов Ил-14. Дежурный по полетам Светличный преступно халатно отнесся к своим служебным обязанностям. Светличный не вел наблюдения за полетом самолета Л-1360, а также не следил за самолетом 2071, о котором ему было известно, что он вошел в зону аэропорта. Дежурного по полетам Светличного и диспетчера КДП Зайцева отстранить от работы в службе движения и отдать под суд. На основании материалов по расследованию авиакатастрофы и судебного разбирательства суд признал виновными в столкновении самолетов диспетчера КДП Зайцева и дежурного по полетам Светличного, приговорив каждого из них к 10 годам лишения свободы. Спустя некоторое время, по ходатайству зампредседателя Верховного Совета СССР, дважды Героя Советского Союза Ковпака, Зайцев и Светличный были амнистированы. С 1 сентября 1957 года работники службы движения аэропорта Киев были переведены на работу по 8 часов в смену. В день катастрофы Ивану Таволжанову исполнилось 39 лет. Дома его ждали приглашенные на день рождения гости и праздничный стол. Семьям погибших членов экипажей, которые проживали в коммунальных квартирах,
Были предоставлены отдельные квартиры неработающим женам погибших членов экипажа и их детям. До достижения 18-летнего возраста были назначены государственные пенсии. Катастрофы не происходят случайно, им всегда предшествует цепь фатальных событий. Друзья, берегите себя на земле, на воде и в небе.